Ну, в общем, ребят, на этом моменте мы разделяемся, посмотрите. То ли женский голос, то ли мужской. Ух ты! Но я этого не услышал. Это прям подтвердитель, там проверить не могу. Село Усолье, Шигонский район, Самарская область. В 1768 году императрица Екатерина II пожаловала эти земли в вечное и потомственное владение Григорию Григорьевичу Орлову. Согласно местной легенде, во время поездки в южные окраины России императрица, стоя на горе Светелка, предложила Григорию Орлову: «Что взглядом окинешь, все твое будет». Орловы обосновались в Усолье и построили здесь большой усадебный комплекс. Ну, в общем, ребят, на этом моменте мы разделяемся, посмотрите. Уже начинается здание. Они стоят прямо по кругу от нас. В той стороне жилые дома. Че, настроил? Да. Все. Ну, погнали. Посмотрим, что здесь. Ну, пока будем заходить вместе. Ну, не знаю, можно ли в них зайти, конечно. Но просто посмотри, какой забор. Глянь. Из этой травы ничего не видно, так страшно, наоборот, становится. Мы заходим на саму заброшку. Машину оставили, вон она стоит. Надеюсь, с ней ничего не будет. Не хотелось бы, посмотрите. Вон здание. Ты видишь? О, страшно. Так, ну если что, по рации все говори, что общаемся. Потому что, блин, локация очень страшная. Еще и холодно. Ребята, мы находимся сейчас здесь в куртках. В куртках. А кто-то в двух. А кто-то в двух куртках, да. Ехали мы сюда 2,5 часа. Я думаю, что это заслуживает уже лайка. Вот я не знаю, что вот это такое и что вот это такое. Но я думаю, что по И окна. Это, может, баня была наподобие? может быть какие-то, ну, на конюшни вряд ли это похоже. Не знаю. В общем, по карте я все подпишу. Будет понятно. Так, конечно. Смотрите. Забор. Дерево уже просто вырастает в забор. Вот так вот. Все это здесь выглядит. Давно мы хотели попасть на эту локацию. Усадьба Орловых-Давыдовых. Историю этого места вы уже прослушали в начале. И вот, собственно, главное здание. Посмотрите. Старинная постройка, старинная кладка кирпичей, двери. Выглядит все довольно жутко на самом деле. Какая-то паутина прямо в лицо лезет. Очень красивое здание. Очень старое. Очень. Так, заходим в какие-то руины. Вам, наверное, все видно. Я вам все там подписал. Гляньте. Как вообще первые впечатления об этом месте у тебя? Классно. Просто впервые такие постройки вижу.
Угу. Сейчас какая-нибудь хрень выскочит и будет весело, да? Все разрушено. Это обломки. Кирпича. Чё? Там еще что-то есть? Я думаю, туда сходим тоже. Мы, наверное, пошли по самому разрушенному какому-то помещению. Вау. Это что, подвал? Нет, это помещения такие были раньше. Надо заходить. Тут супер жутко. Сейчас будем спускаться. Надо камеру установить, кстати. О-хо-хо-хо. Жуть. Полочки какие-то. Посмотрите, какой здесь пол. Ух ты, блядь! Ух ты, блядь! Ты чего? Я чуть не провалился под пол. Я чуть не провалился под пол. Я вот сюда наступил. Пи***ц. Ух ты, опять! Я даже не знаю, что это за устройство на самом деле. Но у меня и предположений-то нету. Какая-то круглая огромная хрень. Здесь камеру будем устанавливать? Нет, хотя... Давай здесь установим. Хорошее место. Вот здесь прям поставим. Посмотрите, сколько здесь много пыли. Ребята, я Ой-ой, падаю! Она опять провалилась подо мной. Знаешь, что здесь монеты могут быть? Да, Предполагаю. могут. Ребята, ставим камеру вот в этом помещении, чтобы она в случае чего записала что-нибудь паранормальное. Если здесь оно, конечно, есть. В чем мы очень сильно сомневаемся. Какой вывод можно точно сделать из этого места, что здесь лучше смотреть под ноги. Оставили камеру, будем уходить дальше. Погнали! Очень необычное место, и так и хочется к нему прикоснуться, но оно все обваливается. Как бы на нас не упало, мы так громко здесь разговариваем. Давай не пугай. Какой-то огромный... Что это такое? Дверь? Вот этот коридор очень страшный. Ребята, посмотрите, какие коммуникации, какие колонны. Такую заброшку я не видел ни разу. Просто я ни разу здесь... Не то, что здесь не был, я нигде не был в подобной заброшке. Обалдеть! Обалдеть! Хо-хо-хо. Это просто восторг. Посмотри вот на это все. Как тебе? Смотри, какие колонны. Какой-то проход вон туда. Что там? Может, это вентиляция была раньше? Глянешь? Да. Залазь. Маленького худенького
Вот здесь чисто какое-то помещение странное. Маленькое. Просто Тут типа еще дальше углубление есть, но оно небольшое. сейчас все испачкаешь. Блин. Офигеть. То есть с каких-то времен она еще смотреть. Собака? Может быть. Думаешь, ничего. Тьфу. Отсюда прям веет холодным воздухом. Там потому что старый. Это еще что такое? Мастерская, может? Это у нас... Вот это да. Мы реально что-то как слоны потопали. Нам так понравилось здесь, что мы даже не соблюдаем тишину, а хотя надо иногда делать затишье и слушать, что происходит вокруг. Какие необычные здесь потолки. Слушай, надеюсь, наша камера сможет записать что-то паранормальное, потустороннее, мистическое. Или мы сами наткнемся на что-то подобное. Главное, чтобы не на людей. Ребята, второй этаж. Прямо сейчас за мной, посмотрите. Давайте подниматься. Ступеньки вообще неудобны. Вот это да! Ты глянь. Какое большое помещение. Обалдеть. Здесь действительно опасно ходить. Посмотрите, все разрушено, все развалилось. И вон там проход есть, еще куда-то выше. Слушай, а подо мной ничего не упадет и под тобой? Как на первом этаже, помнишь? Обалдеть. Лампа была висела. Где? А, слушай, да. Прикольное место. Поднимаемся выше. Поднимаемся еще куда-то выше. Окно. Это уже получается третий этаж, да? О. Посмотрим сейчас. Кто-нибудь выпрыгнет. Это... Все сгорело, все разрушилось. Ну, может, последний, кто сюда придет. Вот усадьба. Вот еще один домик. Мягко говоря, домик. Довольно-таки нехилый. Сейчас Пеннивайз. Давай поиграем. Ну-ка.
Тихо, слышал? Как будто оттуда было. Уху. Вот так вот. Да. Уху. Ребята, мы в этом выпуске не проводим экспериментов, не вызываем духов. Мы просто хотим реально посмотреть на историческую ценность всего вот этого. Это же большое историческое здание, которое представляет интерес. Ну, мы, естественно, поставили камеру, которая пишет сейчас там в подвале, и, возможно, что-то запишет. Мне очень нравятся вот эти вот потолки. Очень необычно здание раньше строили. Ты чё? Иди посмотри. А чё? Там дофига мусора. Ну что раньше здесь было? Вот это, да? Смотри, здесь перекладина. Значит, можно... Возможно, там и так. Зерно кидать, мешки зерна. Может, это вообще туалет был? Ну, не знаю, маловероятно. Ага. Ага. Их вообще нет. Вообще нет их никакого. А вот эта комната уже заросла травой. Слушай, ну, как ты думаешь, вот эта лестница, она куда ведет? Может, чердак это, я не знаю. Давай попробуем подняться. Второй этаж, я помню, не видел. Может, не помню. Ой, сейчас испачкаемся тут. Заметьте, какие лестницы здесь. Здесь не так просто нарисовано, он просто пошел. Вот видите? У них это провал такой есть. Я сейчас положу эту линию. То есть по ним кто-то ходил прям часто. Прям очень часто. Потолок уже, конечно, все. Сюда просто наступаешь и падаешь вниз куда-нибудь. Не, вон там уже провалилось. Выше ходил? Вот такой вот, наверное, тоже уже трухлявый потолок и пол. Ой, не, тут капец, смотри. Ты чё, надо валить, ну? А вон там, смотри, как страшно. Вдалеке. Как-то мы слишком высоко забрались. А там вот сад. Он был высажен французом. Француз приезжал. Ё-моё. Надо попробовать сходить в этот сад. А мы вон там были только что. Сверху. Какая лестница крутая. Опа. 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 Можно же навернуться так и полететь кувырком вниз. Вот это будет весело. Вот это будет замес. Так, а мы откуда перешли-то? Вот отсюда? Еще одна крутая лесенка. Она такая скользкая, наверное. Да, смотри, на подтёмке все. Тут по ним да, расходил. Как будто по ней реально бесконечно просто туда-сюда ходили и ходили. Могли скидывать мешки. И они типа волочились. Да, стирали лестницу. Либо так часто по ним ходили. Что логично. Потому что не очень сильно прокатывали в одних местах. Я предлагаю сюда тоже не наступать, но потому что смотри. Да. Конечно, это, скорее всего, выломали.
Ну фиг его знает. Заходим походу в сад, который и сделал французский вот этот вот, кто он, садовник. Это получается мы заходим, и вот вся территория усадьбы, посмотрите, вот она вся, вот, как бы это главные вот это все ворота, то есть мы вот так вот, опа, повернулись, все, мы в саду. Очень интересное место, очень все старинное. Посмотрите, даже дуб, и то я такое никогда не видел. Он в обхвате, наверное, я не знаю. Вот это да? Это что? Могила? Мы пришли на какой-то погост. Искали усадьбу, нашли могилу. В ней. Посмотрите, насколько большая территория, обширная. Да, действительно, здесь действительно есть могила. Да, мы вон в том доме были. Тихо. Как будто кто-то говорит все время, то ли женский голос, то ли мужской голос позади. В самом начале, когда мы только сюда приехали, и когда Максим лазил в машине, я в это время стоял просто. И сзади него услышал колокольчик. Хотя в той стороне вообще никого не было. Да, он говорит, что когда я собирал оборудование, что, как ты сказал? Как будто вот бусы, допустим, представьте, и на них колокольчики маленькие. Вот их тряханули, вот такой звук был. Как будто какие-то легенькие колокольчики такие. Но я этого не услышал. Это прям подтвердить или там проверить не могу. Он говорит, слышал. Ну ладно. Я вон там видел какие-то проблески чего-то. У меня фонарь светит налобный куда-то не туда. Чего ты говоришь? Ну, щелкает что-то там. Где? Нет. Подожди. Слушай, а что будет, если мы сейчас с тобой реально вот выбегает на нас какая-то хрень? Вот мы что с тобой сейчас делаем в этот момент? Вот и я не знаю. Вот у меня такое же лицо абсолютно сейчас. Не, ну мы, конечно, с тобой можем уйти сквозь 150 километров по лесу до самого города. Ну просто здесь так деревья повалены. Странно прям. Вон там как будто перекрыли дорогу. И вот здесь тоже перекрыто. А там что? Ух ты! Тихо, тихо, тихо. Я вот кого слышал. А где он? А он сейчас на мне? Нет, он там.
Больше не идем туда, там улей. Улей шершни. Это были шершни какие-то. Ебать хуёнки, блядь, огромные. Мы испугались только, что шершни. Естественно, в принципе, будет шершни. Давай сходим вон в ту сторону. Интересно, опять куда-то забрались, в какие-то катакомбы этого здания. И вот так вот смотришь опять туда, в окно. И опять что-нибудь может вылезти. Вот по таким вот ходам мы ходим тут. Ребята, решили сделать небольшой привал. Как вообще у тебя ощущения от этого места? Ну как, ощущение вообще такого, знаете, я просто впервые такое вижу. Вообще то, что вот представить, как здесь люди себя вели, жили, вообще существовали в этом месте. Да, здесь когда-то была жизнь, царила, люди что-то делали, копошились, тут были, наверное, лошади, какое-то хозяйство вели, еще То что-то. есть это видно по лестницам, как люди постоянно ходили. То есть на третьем этаже вот они не стерты, на втором этаже они полностью стерты. То есть видно, что по ним постоянно кто-то ходил. Ну да, и дороги протоптаны все десятилетиями. Так что место довольно интересное, к посещению рекомендуем, но очень аккуратно. Слушай, Витал, а ты вообще в призраков веришь? Вот что-то в такое мистическое, вот в паранормальное? Конечно. А почему это надо отрицать? Не с пустоты же это взято. Были какие-то... У каждого свои истории. Вот с каждого, вот даже у взрослого человека спросить у старого. Что-нибудь было у него подобие. Хоть раз в жизни, но и было. Ну, значит, надо просто найти доказательства чему-то мистическому, потустороннему. Это да. Надо найти способ это проверить. Ребята, подсказывайте способы, как можно найти потустороннее, мистическое. У нас будет действительно очень много выпусков, и еще интересных впереди. Мы обязательно попробуем снять что-нибудь паранормальное и показать это вам. А мы идем дальше, смотреть, какие здесь есть здания, в какие пробраться можно, а в какие нет. Ну, если что, посмотрим просто на них со стороны. В принципе, эта усадьба уже дала нам много чего интересного. Вот. Прямо сейчас, там на улице, воет какая-то собака или... Что, собака, да? Ну, короче, какой-то зверь. Мне кажется, какой-то зверь будет. Вот. Так что будем собирать камеры и смотреть, что есть еще интересного в этой усадьбе. Вот. Так что будем собирать камеры, смотреть, что есть еще интересного в этой усадьбе. Вот. Покажем это вам, естественно, и будем потихонечку, наверное, закругляться, потому что мы посмотрели все, в принципе, здания, по-моему, да, которые могли. Тебя плохо видно, ты там как призрак стоишь. Подойди ближе. Смотрим, очень интересно, с исторической точки зрения место, очень интересно. Вот. Кстати, смотрите. Паук огромный. Вот мы, собственно, и подходим уже к машине. И нам очень хочется забраться, посмотреть, что находится в тех домах, хотя бы в окно. Потому что они заколочены, забиты. Двери, окна. Ну, окна, конечно, выбивать не будем, но они закрыты. Вот в чем дело.
плохо видно. Очень плохо просвечивается, что там. Ну, на такое длинное одноэтажное здание. Простенькое. В принципе, оно совершенно обычное на самом деле. Там видно стол. Вот стол стоит. А вот это идут какие-то батареи. Ты чё? А? Я сюда лазить не буду. Какая-то странная хрень здесь. Не, сюда я точно не хочу лезть. Ну его к чертям. И тут еще какие-то звуки. Тут такое ощущение, что совсем недалеко люди какие-то. Я думаю, что все, можно идти спокойно к машине. Ребята, ну все, вот, в общем, и подошел очередной интересный выпуск к концу. Я надеюсь, вам понравился этот формат. Мы действительно попали в интересное место со своей историей. Это не просто какая-то заброшка или недострой. Это реально старая, старинная, заброшенная постройка, которая имеет за собой огромную-огромную историю. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.